Друзья, всем привет! Многие задаются вопросом: я приобрел новый Xiaomi, мне не приходят обновления, я хочу перейти на другой индекс прошивки, чтобы получать первым новые апдейты, но как это сделать? Нужна ли разблокировка загрузчика для этого, да и вообще в принципе, что для этого всего необходимо? И как раз в этом видеоролике мы рассмотрим актуальную инструкцию по перепрошивке смартфона без разблокировки загрузчика. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у нас сегодня выступает, скажем так, девственный Poco F7. Я с ним ничего не делал, загрузчик у меня заблокированный. Получается, для европейского индекса есть у нас уже прошивка HyperOS 2.2, ну или же 2.0 200. У меня индекс Global Stable, то есть я еще в описании оставлю ссылку на то, как распознавать вот эти индексы. И в сегодняшнем видеоролике мы с вами поочередно рассмотрим, что необходимо делать. Получается, для всего этого дела нам с вами потребуется компьютер, ну или же кому неудобно через компьютер, можно делать с помощью бревента. Я же буду делать это с помощью компа. Но опять же, как я сказал, загрузчик нам разблокировать не нужно. Но нам нужно с вами активировать меню для разработчиков. Для этого мы с вами заходим в настройки о телефоне, и после чего видим версия там HyperOS, версия в принципе OS для Poco. Долго нажимаем до того момента, пока не вылезет, не нужно, мы уже разработчики. Далее заходим в расширенные настройки, опускаемся чуть ниже и наблюдаем для разработчиков. Тут нам с вами необходимо будет активировать вот следующие пункты. Конечно же, отладку по USB мы с вами включаем, и перед тем, как мы еще с вами пойдем далее, вам необходимо установить свой смартфон Mi аккаунт, ну или не то чтобы установить, а зайти в него. Дальше мы нажимаем ОК, и первый пункт у нас уже с вами активирован. Далее установку по USB мы также с вами активируем, но для этого нам необходимо подсоединиться к интернету. Получается, вот установка через USB, также мы это разрешение даем. И третье необходимое разрешение — это отладка по USB, настройки безопасности. Также необходимая опция для всех наших сегодняшних действий. Как только мы с вами все активировали, нам необходимо перейти ко второму пункту, это скачивание текущей прошивки. В моем же случае это прошивка с индексом, который я вам показал, и это можно делать также двумя способами. Либо через компьютер ее скачать, либо же можно скачать с помощью смартфона. Есть такой очень крутой сайт под названием miuiroom.org. Здесь вы пишете название своей модели, ну в моем случае это пускай будет Poco F7, и дальше мы с вами должны найти свое устройство в списке. Далее опускаемся чуть ниже и после находим свой индекс. В моем же случае, как я уже сказал, это Global Stable. Получается, вы должны перейти вот сюда, где Recovery Room, и нажать на Official Link Download. Только после того, как вы это сделаете, у вас начнется загрузка вашего апдейта. Но перед тем, как мы с вами пойдем далее, необходимо провернуть еще один небольшой трюк, который позволит вам точно понять, что необходимо делать в плане там команды и в принципе циферок. Получается, у нас устройство примерно 6,67 дюймов диагональю, 6,43, а какие-то аппараты могут быть 6,26, ну а в моем случае получается это Poco F7 диагональю 6,83. И мне необходимо знать координаты, в которых находятся всплывающие именно плашки, которые позволяют обновить наше устройство. Получается, что я делаю? Я иду в раздел для разработчиков и листаю до того момента, пока не увижу раздел под названием «Места касания». Как только я это выполнил, у нас вверху активируются координаты, с помощью которых я и смогу понять, куда мне нужно нажимать для того, чтобы моя прошивка правильно установилась. Дальше вы сюда заходите, дальше в центре вот сюда HyperOS нажимаете, до того момента, пока у вас не вылезет дополнительные возможности активированы. Вверху нажимаете на 3 точки выбрать файл прошивки, и опять же в моем случае это будет вот этот апдейт. После чего я дожидаюсь, пока тут система все просканирует и тому подобное, и после чего я вам покажу, что необходимо выполнить далее. Дальше смотрите, если у вас все замечательно, если у вас стоит нужный регион, кстати говоря, еще от региона зависит возможность обновления полным файлом. Я не знаю вообще, в чем в принципе рандом и прикол этой истории, но как бы такое есть. Потому еще дополнительно вам потребуется, возможно, поиграться с этими регионами. Смотрите далее, для чего я активировал все вот эти вот координаты. Для того, чтобы выполнить вот такую вот штуку и навести условно на обновить.
И вверху после чего я вижу те цифры, которые я себе запишу, и после чего которые мне будет необходимо ввести в команду, с помощью которой мы будем проводить с вами весь этот трюк. После того, как мы с вами координаты все узнали, конечно же, можно эту штуку под названием место касания отключить. И следующим нашим с вами моментом во всей этой истории, это, конечно же, будет загрузка той прошивки, на которую вы хотите перейти. Допустим, у вас там русская прошивка, еще какая-то, вам не приходит обнова, и вы хотите перейти на другую. Все так же вы с помощью сайта miuiroom.org качаете ту, которая вам необходима, конечно же, в формате recovery. Но есть важный такой момент, что вы должны смотреть по дате релиза прошивки. То есть, если моя условная прошивка, которая вот сейчас доступна на это устройство 102.0, она позволит мне перепрыгнуть на ту, которая европейка, именно для тестеров, и которая, скорее всего, вышла чуть позже, чем вот эта вот прошивка. Хотя, опять же, меня может не пустить этот момент, чисто по разнице в дате выхода прошивки. Но ничего, мы с вами этот момент давайте посмотрим чуть позже. Вот, и вы должны убедиться в том, что та прошивка, на которую вы переходите, была выпущена позже, чем та, которая у вас сейчас установлена на аппарате. Это крайне важный момент. И плюс там еще играет роль по патчам безопасности. Если у вас прошивка за там, май месяц, а та, на которую вы хотите перейти, тоже за май, но при этом та, на которую вы хотите перейти по дате, там чуть раньше была выпущена или же в один день с той, которая у вас стоит в аппарате, то, соответственно, данный лайфхак может не проканать. Я же сейчас закину на свое устройство вторую прошивку, которая необходима, и продемонстрирую, что необходимо выполнить дальше. После того, как я скинул прошивку в смартфон, мы с вами идем в стоковый проводник для того, чтобы сделать небольшие телодвижения. Перед тем, как перейдем дальше, мы с вами должны создать новую папку, именно в корне нашего смартфона. Можем ее назвать под названием Room, то есть по-английски прошивка это у нас Room, ROM, ну в общем вы поняли. Создаем ее в корне, вот смотрите, она должна быть здесь. После чего идем в то место, где наши две прошивки были скачаны, и после чего мы их две копируем прошивки, можем переместить, копируем кому как удобно, в ту папку, которую мы с вами создали. И вот сюда мы это все добро перемещаем. Получается, возвращаемся обратно в эту папку, в которую мы все это перенесли, и отсюда мы копируем эти две прошивки, чтобы оригиналы у нас остались тут на всякий случай. И переносим это все добро уже в сам корень смартфона. Дожидаемся, пока все это скопируется, и дальше покажу, что необходимо сделать. И тут теперь смотрите самый важный момент. Не перепутать те прошивки, с которыми мы с вами играемся. Та прошивка, которая у нас сейчас установлена в телефоне, и ту, которую мы дальше будем выбирать через «Выбрать файл» через 3 точки, имеется в виду, мы с вами должны переименовать под названием буковка «А». И только А, и все, то есть A.zip. А ту прошивку, которую мы хотим с вами подменить, именуем как B. После чего у нас должно быть B.zip. И как наблюдаете, в корне нашего смартфона должно лежать две папки A и B. И вот после всех этих действий мы можем смело переходить к компьютеру и подключать наше устройство. Ну и что же мы с вами выполняем на компьютере? Во-первых, я вам показываю вообще в принципе, откуда растут ноги в плане вот такой полуавтоматической подмены. Оригинал этого поста я оставлю в описании под этим видеороликом. Тут, кстати, автор именно уже в 3-й версии своего поста более так расписал, какие еще есть такие подводные камни, назовем это так. И тут, смотрите, нам потребуется следующая команда. Получается, почему я вам говорил, что у вас могут отличаться координаты, потому что диагонали экранов разные, и, соответственно, точки будут отличаться у каждого из смартфонов. Но опять же, если у вас 6,67, то вам в принципе подойдет вот такая команда. Если же у вас другая диагональ, то вы сможете, дополнительно почитав информацию в этом посте, понять вообще в принципе, для чего я вам показывал про места касания. Что мы выполняем с вами далее? Мы с вами должны скачать программу ADB App Control. Также в описании оставлю ссылку для того, чтобы вы именно из первоисточника все это добро скачали. Получается, вот эта программулина, версия 1.86. Но можно, в принципе, выполнять на любой другой программе, потому что, в принципе, очень удобная история. Можно выполнять различные действия. Но об этом, как говорится, совсем другая история. Возможно, когда-нибудь выйдет про нее отдельное видео. Что мы выполняем с вами далее? Программу скачали, установили ее и ее можем смело запускать. При первоначальном подключении, смотрите, на смартфоне вылезает доступ к отладке. Мы нажимаем ОК. После чего программа полностью просканирует наше устройство и после чего, конечно же, мы с вами сможем выполнить этот самый метод подмены. Дальше, смотрите, здесь я нажимаю всегда отмена, ну, чтобы как бы не особо время не тратить и дабы, как вы понимаете, весь процесс как можно быстрее провести. И после чего мы с вами нажимаем на консоль.
Далее, что мы с вами наблюдаем? Device connected, Xiaomi и, соответственно, дальше кодовое название нашего устройства. Ну, а в полосочку ADB мы с вами вставляем то, что скопировали на форуме FOPDA, соответственно, команду. Опять же, если ваше устройство, оно с теми параметрами, которые по умолчанию прописано автором, вы их используете. Если же нет, как в моем случае, я себе выставляю вот следующие цифры. Кстати, будет интересно в первый раз попробовать, насколько это рабочая тема с другими значениями. И дальше мы Enter не нажимаем. Возвращаемся к нашему смартфону. Нажимаем о телефоне, нажимаем HyperOS. Дальше вверху нажимаем на 3 точки, выбрать файл прошивки. Дальше мы с вами открываем корень нашего смартфона и выбираем прошивку под названием A. На нее нажимаем и дожидаемся, пока у нас появится окно «Обновить» или же «Отмена». И после чего я вам продемонстрирую, что необходимо сделать дальше. Потому что в видеоролике про прошивку HyperOS 2 именно таким же методом многие немного рановато стартовали в этом плане и у них ничего не получалось. И вот смотрите, у нас вылезает «Обновить» или же «Отмена». И только в этот момент мы с вами на компьютере в этой командной строке нажимаем Enter. Дальше будет интересно вообще в принципе, что у меня с этих всех действий получится. Но вроде бы как ошибка у меня никакая не вылезла, вроде бы как сама эта вся штука проканала, ну потому давайте с вами посмотрим, что же в конце концов получится. Я все это добро, как оно тут будет извлекаться, верифицироваться, вам вставлять не буду, я вам уже покажу результат и скажу вам, что в принципе из этого у меня получилось по этим координатам, которые я самостоятельно находил под эту диагональ смартфона. Ну что же, друзья, после томления и ожидания нам вылезает, что обновление системы завершено, и это означает, что мы с вами идем смотреть, что же там мы наустанавливали. Заходим в о телефоне, и что мы с вами наблюдаем? Мы с вами получили этими действиями другую прошивку и, соответственно, другой индекс. И итог всех наших сегодняшних действий. Во-первых, мы с вами без разблокировки загрузчика получили необходимую нам прошивку, которая еще даже, наверное, будет показывать список изменений. Да, кстати. Мы с вами безболезненно и без потери данных все это добро провели. Плюс не забывайте, что прошивка должна отличаться патчем безопасности от той, которая у вас стоит в телефоне. И при этом также новая прошивка должна быть выпущена позже, чем та, которая стоит у вас в телефоне. То есть та, которую вы ставите, должна быть новее от той, которая у вас установлена в смартфоне. Я надеюсь, что для вас данный способ будет очень полезным, очень будет актуальным в принципе. И соответственно этим видеороликом я вам показываю следующее, что разработчики данную дыру не прикрыли, что это все работает и вы можете этим пользоваться. Но если еще остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.